Британская философия – это четвертая и последняя часть. Стоит указать сразу, термин аналитический указывает на эталоны ясности, точности и строгости мышления, которые стремятся осуществить представители данного направления философии. Аналитическая философия была основана на традиционном британском эмпиризме, правда обновленном с учетом новых разработок в области логики. И главную роль в этом сыграл немецкий математик Готлоб Фреге. Джордж Эдвард Мур – английский философ, один из основателей аналитической традиции. Он возглавил британское восстание против идеализма на рубеже 20 века вместе с Бертраном Расселом, хотя Рассел более известен тем, что он заявил, что на самом деле именно Мур проложил путь к этому. Сегодня Мур наиболее известен своей защитой этического нон-натурализма, своим акцентом на здравый смысл в философском методе и парадоксом, носящим его имя. Им восхищались многие философы, но сегодня в основном он неизвестен за пределами академической философии. Эссе Мура известны его ясным осмотрительным стилем письма, а также методичным и терпеливым подходом к философским проблемам. Он критиковал философию за отсутствие прогресса в ней. Он часто хвалил аналитические рассуждения Фалеса Милетского, древнегреческого философа. Мур считал рассуждения Фалеса одним из немногих исторических примеров философских исследований, приведших к практическим достижениям. Среди его наиболее известных работ книга «Принципы этики» и такие эссе, как «Опровержение идеализма», «Защита здравого смысла» и «Доказательства внешнего мира». Он был президентом Аристотелевского общества с 1918 по 1919 год. Бертран Рассел возглавил британское восстание против идеализма в начале 1900-х годов вместе с Джорджем Эдвардом Муром. Он находился под влиянием Готлоба Фреге и был наставником Людвига Витгенштейна. Он широко известен как один из ведущих логиков 20 века. Бертран Рассел в соавторстве с Альфредом Нортом Уайтхедом написал принципы математики, тем самым создал попытку вывести все математические истины из набора аксиом, используя правила вывода символической логики. Его философское эссе об обозначении считается парадигмой философии. Обе работы оказали значительное влияние на логику, математику, лингвистику, философию. Теория дескрипции Рассела оказала глубокое влияние на философию языка и анализ определенных описаний. Более подробно, теория утверждает, что для проведения логического анализа текстов необходимо преобразование описательных выражений естественного языка, названных Расселом дескрипциями, в логически корректную форму. Это в соответствии с мнением Рассела вернет здравый смысл реальности и философии. В противном случае, из-за исходно неверной посылки при анализе предложений возможны логические парадоксы. Причем необходимо помнить, что все наше знание, как знание вещей, так и знание суждений, строится на знании и знакомстве, как на своем фундаменте. То есть, если человек имеет дело с незнакомыми вещами, то не исключено, что он будет говорить и думать о фактах, не имеющих места в реальной жизни. Использование методов теории дескрипции позволяет, проводя логический анализ, обнаружить проблемы, связанные с использованием языка. При этом задача философского исследования сводится к проведению глубинного логического анализа языка, проникающего под поверхностную грамматику, фиксирующего подлинные языковые структуры. Сам логический анализ при этом завершается только тогда, когда исследователи доходят до простых символов и, следовательно, до простых объектов. Рассел был выдающимся активистом, он выступал за свободную торговлю и антиимпериализм. Рассел попал в тюрьму за свою пацифистскую антивоенную активность во время Первой мировой войны. Позже он проводил кампанию против Адольфа Гитлера, затем критиковал сталинский тоталитаризм, нападал на участие Соединенных Штатов Америки во Вьетнамской войне и, наконец, стал ярым сторонником ядерного разоружения. В 1950 году Расселу была присуждена Нобелевская премия по литературе в знак признания его разнообразных и значительных работ, в которых он отстаивал гуманитарные идеалы и свободу мысли.
Альфред Джулс Айр был британским философом-аналитиком, известным своим продвижением логического позитивизма, в частности в своих книгах «Язык истины и логика» и «Проблема знания». Философия обыденного языка – это философская школа, которая рассматривает традиционные философские проблемы, как коренящиеся в недоразумениях, которые философы развивают, забывая, что означают слова в их повседневном употреблении. Такой подход обычно предполагает отказ от философских теорий в пользу пристального внимания к деталям повседневного языка.